Заявку выставил, стоп под уровнем, отлично, сделка открыта. Цель поставлю, это шутка, меня только что выкинули из шикарной сделки, а потом продолжили рост. У вас так бывает? Думаете, это случайность или чей-то злой план? Анализируя графики, я нашел ответ, но он вам не понравится. Часто за убытками стоят ловушки крупных игроков. Можно ли их обойти? Можно. Smart Money использует несколько приемов, и мы их изучим. Объясню, почему им так необходимы манипуляции, и для этого шаг за шагом разберем ловушки умных денег. Сначала на схемах, потом на графиках. Так, чтобы в конце у вас появился понятный план действий. Но прежде чем продолжить, спросим себя, зачем умным деньгам нужны манипуляции? Может, все это миф? Чтобы в этом разобраться, рассмотрим две акции. Левая с высокой ликвидностью, а правая с низкой. Ликвидность – это когда актив можно быстро продать по цене, близкой к рыночной. На всем диапазоне цены у ликвидной акции стоят заявки с большим объемом, как со стороны покупки, так и со стороны продажи. Если большой покупатель выставит заявку на таком рынке, то быстро купит нужное количество по одной цене. У неликвидной акции заявки стоят не на каждой цене, да и объем меньше, поэтому на таком рынке большой покупатель сначала купит по цене 201, потом 202, 204, а остаток по 206. Исполнив заявку на неликвидном рынке, крупный игрок поднял цену, увеличил среднюю цену покупки из-за проскальзывания. Проскальзывание – это когда заявка исполняется по цене худшей, чем указано. Ликвидность на графике распределена неравномерно. Лимитные заявки на покупку сосредоточены выше минимума, а на продажу ниже максимума. Стоп-лимитные заявки обычных трейдеров – главные поставщики ликвидности. Они сосредоточены за максимумом и минимумом волны. Но чтобы до нее добраться, нужна рыночная продажа. Как только цена в зоне стоп-лимитов, крупный игрок выкупает все предложение и выталкивает цену вверх. Smart Money не торгует против себя. Если они спровоцировали движение в зону предложения, значит планируют идти выше. Получается, умные деньги большую часть времени работают против нас? Да, верно. Можно ли тогда зарабатывать? Да, потому что на определенном этапе наши интересы совпадают. И чтобы понять, когда они совпадают, разберемся, как зарабатывает крупный игрок. Для этого представим, что цена растет. Хотели бы вы купить акцию, которая через пару дней будет значительно дороже? Мне бы такое понравилось. Получается, цена растет, вы покупаете, я покупаю, а умные деньги покупают вместе с нами? Если ваш ответ «да», тогда получается странная штука. Все покупают, а кто нам продает? И почему он упускает свою выгоду? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, на бирже операция продажи возникает в двух случаях. Продажа может означать как открытие короткой сделки, так и закрытие длинной. Выходит, что когда цена растет, а мы покупаем, продают нам большие деньги, выходя из своей сделки. Поэтому, когда видим, что цена летит в космос, это не означает, что в покупку включились все миллионеры мира. Скорее наблюдаем окончание распродажи. Когда она закончится, рост прекратится. Таким образом, на тренде вверх крупный игрок закрывает позицию, продавая ее нам. И пока у него есть товар, он не охотится, расставляя ловушки. И мы можем зарабатывать. Но по статистике, рынок лишь 20% находится в очевидном тренде. Как нам избежать ловушек и зарабатывать большую часть времени? Ответ очевиден. Нужно узнать принципы, по которым работают ловушки. Для этого важно учесть, куда умные деньги направляют цену – вверх или вниз. Посмотрим, как формируются базовые структуры движения цены. Если цена пробивает максимум на восходящем тренде или минимум на нисходящем, это называется пробой или слом структуры. Те места, где цена показывает предпосылку к смене тенденции, называют сменой характера. Важно помнить, что это не смена тренда, а лишь намек, который может и не подтвердиться. Вероятность смены тенденции увеличивается только тогда, когда цена подтверждает новую структуру после смены характера. Ключевое слово «вероятность», потому что те, кто считает подтверждение сигналом разворота, часто попадают в ловушки умных денег. Есть несколько распространенных типов ловушек, и прямо сейчас мы их разберем. Сначала на схемах, а потом на графиках. Разберем схемы 3 распространенных ловушек. Умение их узнавать поможет прогнозировать движение цены.
Увидев минимум, одни трейдеры решат, цена отскочит, поэтому выше минимума будут покупать. Другие подумают, цена пробьет уровень и ниже будут продавать. Обе эти группы выставят ниже минимума стоп-лимитные заявки на продажу. Одни, чтобы выйти по стопу, другие, чтобы открыть продажу. Поэтому ниже минимума соберется толпа продавцов, которые создадут встречную ликвидность для большого покупателя. После пробоя максимума движение усиливается, потому что цена попадает в новую зону стопов. В торговле такие ловушки встречаются часто. В основном они работают на ожидании разворота тренда. Трейдеры, видя снижение, перестают учитывать то, что до этого тренд был восходящий, и открывают продажу, создавая тем самым зону повышенной ликвидности для Smart Money. Дальше разберем, как такие ловушки предсказывают импульс цены. Логика здесь похожая. Цена сформировала максимум. Часто такие ловушки рисуются на откате к основному тренду. Смотрите, максимумы и минимумы повышаются. Можно решить, вот он разворот, забыв о том, что цена недавно снижалась. Кто не учтет основной тренд, подумает, что пробой максимума хорошая точка для входа. Здесь все выглядит хорошо, даже слишком. Но внимательные трейдеры увидят, за одно и то же время цена вниз прошла больше. Собрав ликвидность, Smart Money направили цену в сторону основного тренда. Еще одна очень коварная ловушка. Она выглядит немного сложнее, но когда ловушка сработает, цена часто стремительно идет вверх. Понимая, как она работает, можно быстро и хорошо заработать. Паттерн ждем на восходящем движении, когда цена подходит к уровню поддержки. Вернем схему к моменту формирования ловушки, так как на графике. Покупатели ждут тест уровня, продавцы пробой. Поэтому и те, и другие выставят ниже уровня стоп-лимитные заявки. Стоп-лимиты на продажу создадут ликвидность для большого покупателя. Он их выкупит и спровоцирует импульсный рост. Как правильно войти в такое движение? Посмотрим это на примере продажи. Этот способ подойдет для всех ловушек из видео. Импульсный пробой уровня под минимум черной свечи ниже уровня стоп-лимит на продажу. Стоп-лосс за хай. Второй пример. Импульсный пробой уровня против слабого тренда. Стоп-лимит на продажу под минимум черной свечи. Стоп-лосс за хай. Войдем в продажу на пробой. Теперь посмотрим, как войти в реальной ситуации. Если цена идет вверх, не входим. Войдем на возврате под уровень. Ждем следующую свечу и продаем в направлении больших денег. Но видеть паттерн недостаточно. Важно понимать контекст его формирования. Как это делать? Сейчас разберем. К этой ловушке прибегают, когда планируют сильное движение. Посмотрим на часе, что было до того, как ее расставили. Как думаете, какой сейчас тренд? Верно, восходящий, хотя и слабый. Максимумы повышаются, минимумы повышаются, цена растет, хотя и не быстро. Спросите, как быть с этим? Здесь цена действительно не обновила максимум, но это 2 дня из 15. Большую часть времени цена росла, но про рост все забыли и ждут пробоя поддержки. Теперь будет легче разобраться в расставленной ловушке. Это уровень с часовика, а это 5-минутный. Стоп-лимиты трейдеров прячутся здесь, но основная масса стоит здесь. Зона стоп-лимитов на продажу – это ликвидность для большого покупателя. Хороший паттерн, но у него есть ложный близнец. Покажу, как их различать. Сейчас может показаться, что это ловушка с целью собрать ликвидность для движения вверх, но не будем спешить. И посмотрим на старший таймфрейм. А здесь явно нисходящее движение. Минимумы понижаются, максимумы понижаются. Предпосылка к смене тренда – минимум выше предыдущего. Но пока выше этого максимума не пойдем, говорить о развороте рано. Поэтому возвращаемся на 5 минут и смотрим, где формируется ловушка в шорт. Если поддержка удержит, скорее пойдем выше. Если нет, хорошо, потому что это движение в рамках старшего таймфрейма. Поймав ловушку всех, кто искал разворот, цена пошла в сторону старшего таймфрейма. Но определять ловушки мало. Следующая часть, безусловно, самая важная, и в то же время ее чаще всего упускают из виду. В ней разберем скрытые цели ловушек, потому что гораздо важнее понять, куда с помощью ловушек умные деньги ведут цену. Вверх или вниз. И прямо сейчас мы составим простой план действий, который поможет использовать ловушки для прогноза движения цены. Начнем со сравнения цены на старшем таймфрейме и сравним с младшим. На старшем таймфрейме есть две критически важные точки – локальный минимум волны и локальный максимум.
Пробьем минимум, скорее всего, пойдем ниже. Пробьем максимум, выше. И тут начинается самое интересное. Потому что чем выше к верхней границе, тем больше вероятность того, что ловушка будет против покупателей. Так как в зоне верхней границы для Smart Money выгоднее всего продавать. Вы спросите, как понять, что собираемся идти вверх? Для этого нужно увидеть ловушки на продавцов. Как это применять? В этом поможет пара простых правил. Первое. Если цена сформировала минимум выше предыдущего на младшем таймфрейме, перестаем искать вход в шорт. Подтверждением движения вверх будут ловушки на продавцов в зоне минимума. И второе. Если сформирован минимум выше предыдущего на старшем таймфрейме, ждем формирования ловушек на покупателей в зоне уровня сопротивления. Это подскажет конец отката. Улучшат ли торговлю эти правила? Конечно. Но чтобы использовать их максимально эффективно, вам понадобится еще кое-что. В первую очередь, чтобы видеть ловушки, нужно отметить уровни. Зная уровни, вы предвидите разные сценарии движения цены. Но уровни на тренде и в боковике работают по-разному. Поэтому так важно определять тренд. Когда определили тренд, вы точно знаете, что и когда делать. Но чтобы открыть прибыльную сделку, надо входить на сильном тренде. А для этого надо оценить силу тренда. Видя силу тренда, вы гибко реагируете на угрозы и возможности. Но сама по себе сила тренда не имеет смысла, если не помогает открыть прибыльную сделку. А для этого нужны эффективные точки входа. Когда формируется точка входа, вы точно знаете, как и когда входить. Но точка входа – это только первый шаг. Главное, как сделку довести до прибыли. Поэтому после входа начинается самое важное – управление сделкой. Управляя сделкой, вы гибко реагируете на движение цены и берете максимум прибыли. Но вы не сможете стабильно зарабатывать, если перед сделкой не поймете поведение старшего таймфрейма. Потому что когда видите картину целиком, вас сложно поймать в ловушку. Что делать? Как все это освоить и не запутаться? Правильный ответ – составить план с упражнениями на каждую тему. Можете взять за образец план моего дистанционного курса. Он отшлифован годами преподавания. В нем дана проверенная последовательность упражнений по каждой теме со ссылками на видео. План хорошо подойдет и для самостоятельных занятий. Скачать его можно по ссылке в описании. Если решите пройти обучение, в описании к видео есть мои контакты. Пишите, и мы договоримся о первом бесплатном занятии.